Всем привет! Вы снова находитесь на моем канале. Сегодня, мои дорогие друзья, научу вас, каким же образом приготовить хрустящую курочку в духовке. Курицу будем мариновать в апельсиново-соевом соусе. Погнали! Если вы еще не подписаны на мой канал, сделайте это прямо сейчас. Не забудьте включить колокольчик, чтобы быть в курсе последующих моих вкусных рецептов. Всегда выкладываю анонсы рецептов у себя в сторис в инстаграме. Так что ссылку оставляю, вы подписывайтесь. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Вообще всю эту граммовку я описал под видео в описании. Зайдите, смотрите, не ошибетесь. Но несмотря на этот факт, давайте еще раз пробежимся по ингредиентам. Итак, основное у нас блюдо курица. Курица у меня в районе 2 кг. Для маринада этой курицы я взял апельсины, мед, соевый соус. В магазине купил уже готовую приправу для курицы. Добавляю сюда немножко молотого кориандра, добавляю паприку копченую и чеснок, несколько зубчиков. Как видите, у меня здесь присутствует активия. Из активии я буду делать чесночно-укропный соус. В нем мы будем макать уже готовое блюдо. Из овощей будем делать гриль. Для гриля нам понадобится немножко красной паприки, соли и оливкового масла. Так что погнали! Сейчас моя задача получить из апельсинов апельсиновый сок. Все, апельсиновый фреш у меня уже готов. Сейчас соединяем все остальные ингредиенты и маринуем курочку. К апельсиновому фрешу добавляю соевый соус. Здесь примерно у меня будет около 80 грамм. Я все полностью добавляю. Также добавляю сюда специи. Соль добавлять не нужно. Соевый соус соленый. Ну и сюда, соответственно, давим наши 3 зубчика чеснока. Все, теперь всю эту массу хорошенько взбиваем. Перехожу к обработке курицы. Все, курица готова. Ее не надо больше разрезать, ничего с ним делать не надо. Смотрите, у меня есть вот такая посудка, очень интересная. Она глиняная, из глины. Я просто курицу вот примерно так помещаю вот таким вот образом в эту посуду. И сюда же выливаю уже наш маринад. Хорошенько вот так вот надо все поливать. Ну и после всей процедуры с курицей добавляем в отдельную миску 2 столовые ложки меда, разогреваем его в микроволновке, добавляем курицы. Процесс разогрева я уже показывать не буду, потому что я это уже произвел. Теперь мы добавляем это курицы и хорошенько опять перемешиваем. Долго не грейте мед, потому что когда вы будете кипятить мед, это превратится просто ядом. Слабо разогреваем секунд на 10-15 максимум. Если хотите, чтобы зелень в холодильнике хранилась гораздо дольше, его нужно заворачивать во влажное бумажное полотенце. Можно и вафельное полотенце, без разницы. Намочите хорошенько в холодной воде, заверните зелень. Так зелень будет в холодильнике держаться гораздо дольше. И убрали в холодильник. Для того, чтобы наша курочка пропиталась всеми нотками нашего маринада, оставляем мариноваться часа на 3. Но не забывайте, переворачивать нужно каждый час. Таким образом курица замаринуется равномерно с каждой стороны.
Пока маринуется наша курочка, давайте замаринуем наши овощи. Из овощей, как вы видите, у меня грибочки прибавились, здесь шампиньоны. Я думаю, с ними будет гораздо вкуснее. Ну и давайте перейдем к маринаду. Для маринада возьму чайная ложка красной сушеной паприки, морской соли чайная ложка, оливковое масло, где-то на глаз, чтобы жидко получилось. Ну и базилик сушеный добавим сюда. С ней получится, я думаю, что интереснее. Так, в миску я добавляю уже ингредиенты. Возьму паприку, чайную ложку, вот такую с горочкой. Добавлю сюда. Это отложили. Сюда добавляю соли морской. Вот такой с горочкой. Видите, она у меня достаточно крупная, это нормально. Вот. Добавляю сюда базилик. Базилика у меня здесь немного осталось. Ну и хватит. Много и не надо. Ну и добавляю сюда оливковое масло. Где-то так. Давайте это все перемешаем. Ну, мешать надо хорошо, чтобы соль растворилась. Все, маринад в принципе готов. Давайте перейдем к овощам. Итак, закрываю все это пищевой пленкой, пусть минут на 20 маринуется. Разогреваю духовку до 180 градусов. Подготовим нашу курочку к отправке в духовку. Смажем противень. И вот так вот аккуратненько. Дальше берем курицу. Вау. Угу. Курочка, так, получается отменно. На этом этапе сейчас уже запах настолько вкусный, что хочется уже сырым съесть эту курочку. Разрезаем со стороны грудки. В общей сложности курицу запекать будем в духовке 50 минут. Устанавливаю таймер на 30 минутах. Прошли 30 минут, отправляю туда овощи и включаю гриль. Еще 20 минут и все будет готово. Уже все готово. Вытаскиваем потихонечку все из духовки. Вот такие овощи-гриль получились. И вот такая курочка получилась. Ну и напоследок, для украшения наших блюд, мелко нашинкую кинзу.
попробую сейчас и точно вам скажу, стоит это делать или не стоит. Овощи это вообще супер. Ну и давайте с самого толстого края возьму, чтобы понимать, готово или не готово. Не стоит, не готовьте. Невкусно. Вы были на канале Арсен в теме. Готовьте со мной вкусно. Пока-пока.